Для Трампа это очередная попытка спасти государство Украины, именно спасти, накануне приближающегося краха. А тут приезжают делегация 4-звездных генералов американских, которые знают о фронте больше, чем все эти помощники Зеленского. Больше, потому что американская разведка там прям живет. Людей почему-то задевает это. Ну как же не мы, русские, мы что, не можем сами вот без иностранцев, без их помощи? Да, как бы. Поэтому надо или включить их в состав русского народа и, все, и забыть, что они были иностранцами, либо обозвать их наемниками. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Рад всех приветствовать. По совпадению на момент записи администрация Трампа, судя по всему, приступила к очередной попытке привести стороны к какому-то мирному соглашению. Это целая интрига. Мы посвятим этому определенную часть нашей передачи. Ну и, кроме всего прочего, на фронте активизируются боевые действия. Да, много населенных пунктов на этой неделе было взято под контроль российскими войсками. В ДНР 3 населенных пункта. Это Рог, Сухой Яр и Платоновка. В Днепропетровской области Нечаевка, Аристополь, Гай и Даниловка. В Запорожской области это Малая Токмачка, которую ты постоянно упоминаешь, Веселая, Равнополье и Яблоково. А также 3 населенных пункта в Харьковской области. Это Цегельная, Синельниково и Двуречанская. Но даже количество увеличившихся населенных пунктов, которые перешли под контроль российской армии, уже говорит о неутихающих, наоборот, усиливающихся боях на разных направлениях, помимо тех участков, которые мы традиционно, которым отводим свое внимание в первую очередь, конечно. Но главная часть этих населенных пунктов расположена на юге, там в полосе наступления 5-й армии, группировки войск Восток, так будет справедливее сказать. Конечно, российская армия, украинская, кстати, тоже, активно использует погодные условия, о которых мы еще летом предупреждали. Это туманы с дождями, которые, прям скажем, мешают дронам и разведку вести, и вести боевые действия и так далее. Все это приводит к тому, что на плоской местности, где нет больше других населенных пунктов, предположим, украинской армии трудно зацепиться за что-либо, и в тумане или в таких плохих погодных условиях продолжается активное наступление. К чему я так это все расписываю? Это все события осени, октябрь-ноябрь, являются прямо наглядным уроком для всех, кто пытается прогнозировать ход боевых действий, исходя из сезона. Угу. Самая большая часть площади, которая, в принципе, была занята за всю специальную военную операцию, в среднем за месяц, да, или там за определенный период, занят как раз именно в осенние сезоны. Министр обороны Российской Федерации Белоусов прибыл в на южный участок фронта, в Запорожскую область, в группировку войск Восток, вручал там награды. Но и в первую очередь, конечно, он должен был убедиться, что он сделал все необходимое для того, чтобы безостановочное продвижение в Днепропетровской и Запорожской областях продолжалось. Но, видимо, приурочили оглашение статистических данных к этому визиту. И Министерство обороны в официальных сообщениях, так сказать, нас поставило в известность, что с 1 января всего 1400 квадратных километров перешло под контроль группировки «Восток». Мы впервые сейчас увидели организованный отход украинской армии без потери боеспособности на широком фронте с организованных рубежей обороны по реке Янчур. И они оставили большой оперативный простор для наступающих частей 5-й армии, группировки войск «Восток», отошли на рубеже по реке Гайчур.
это потеря территории серьезная, которая, так сказать, была признана самим Генеральным штабом Украины на этот раз. Обычно никогда такого не делали. Может быть, какие-то политические обстоятельства там повлияли в Киеве на такое признание. Но, в общем, у нас впервые сейчас такая ситуация сложилась, когда мы можем проверить, ну, как бы экспериментально установить, да, боевой потенциал украинской армии на всем этом участке. Если сейчас российская армия в течение ближайшего времени вот так же точно, в такие же короткие сроки сумеет форсировать Гайчур, да, сумеет форсировать его, как она перед этим форсировала предыдущую реку, это будет прямое доказательство того, что все, резервов на этом месте уже совсем нет. Туда бросают резервы, но небольшие, совсем недостаточные. При этом само Гуляй-Поле, которому в спину уже все зашла практически 5-я армия, является серьезным центром обороны, на котором там все держится. Дальше уже просто Орехов. Следующий населенный пункт – это тоже районный центр. Вторая линия обороны идет параллельно первой линии обороны, потом вдоль реки в районе Гуляй-Поля заворачивает на 90 градусов вверх. Так вот, там образуется место к северу от Гуляй-Поля, где нет никаких укреплений. И российская армия может, просто ее части могут войти между двумя параллельными линиями обороны и двигаться дальше до самого Орехова, не встречая оборудованных серьезных такой инженерном смысле рубежей обороны. Получается, что вот традиционный прием, когда в одном месте проламывают оборону, разворачиваются и потом движутся сзади укрепленной линии, уже за спиной. Вот все будет в сроках. Если форсирование реки и выход вот в направлении Орехова произойдет за такой короткий срок, там, за месяц, даже меньше, да, то все. Это означает, что ну, совсем уже просто нет возможности украинского командования маневрировать здесь резервами на этом большом таком обширном участке фронта. Надо откуда-то еще брать, а можно ли брать? В последнее время много говорят о том, что искусственный интеллект может отобрать у нас работу. Но это не совсем так. В ближайшие годы конкурировать нам придется не с нейросетями, а с людьми, которые уже научились эффективно ими пользоваться. Более 1,5 миллиарда человек в мире используют нейросети каждый день для работы, учебы и просто для жизни. У одного только ChatGPT сейчас больше 300 миллионов активных пользователей. Рынок труда изменился. За прошлый год количество вакансий с навыками работы с искусственным интеллектом выросло больше, чем в 10 раз. Но задавать вопросы нейросетям недостаточно. Нужно понимать их логику и корректно формулировать запрос. На курсе «Нейросети на практике» для себя, работы и бизнеса от Академии Эдисон вы сможете этому научиться. За 2 месяца вы разберетесь, как работать с более чем 125 инструментами искусственного интеллекта и применять их для решения реальных рабочих задач. От аналитики и маркетплейсов до финансов и проектного управления. Все на практике. Вы выполните конкретные задания, которые помогут освоить универсальные принципы работы с любыми нейросетями. Во время обучения вас будет сопровождать личный куратор, а доступ к материалам и обновлениям останется навсегда. Академия лицензирована, так что можно оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы записаться. По промокоду Ширяев скидка 65% и второй курс в подарок. В последнее время в Константиновке и уж тем более в Северске было, в районе этих 2 крупных населенных пунктов было затишье и никакого продвижения не было. Потому что, конечно, самое главное – это Покровск, Мирноград, Добропольский выступ и Днепропетровская, Запорожская область. Но сейчас именно в районе Северской Константиновки началось движение. Да. Но в Константиновку войска зашли на самую окраину. Все-таки довольно давно. В районе этого водохранилища. Да, но я с тобой согласен, что действительно вот таких решающих каких-то событий там не происходило. Очень давно. Да. А вот Северск, он вообще считался местом, где все, местные какие-то бои, перестрелки и так далее. Но, в общем, ничего серьезного не происходило. Северск, население его до СВО составляло 20 тысяч человек. Он переходил из рук в руки.
А его разрушала сначала, значит, украинская артиллерия, потом российская артиллерия и авиация. То есть обе стороны изничтожали его как могли, потому что это был укрепленный район. Украинская сторона, как только он пришел в ее руки, немедленно из него сделал укрепрайон, и населения там никакого не осталось. Оно по большей части само выехало, и эвакуация была дважды. Вот. Поэтому мы его рассматриваем просто совокупность домов. Почему тогда нам интересно знать, что там было 20 тысяч? Потому что мы можем оценить жилой фонд. Сколько домов вообще? Где могут быть бани? Да, приличное количество домов. То есть это такой серьезный укрепрайон получился. Что-то я сомневаюсь, что на сегодняшний день там вообще остался хоть одно неповрежденное здание. Наверное, все-таки уже пострадали все здания и так далее. В значительной степени город представляет из себя руины, по крайней мере, не меньше трети его. Вот. И, тем не менее, он остается скопищем, так сказать, убежищ, да, совокупным таким местом, где можно организовать оборону. И вот с двух направлений, с севера и с востока, и даже уже и с юго-востока сейчас, российские войска неожиданно продвинулись в городскую застройку, и по состоянию вот прямо на обед четверга уже источникам доложили, что российские группы вышли на улицу Гоголя. Если мы посмотрим на карте улицу Гоголя, Северский, это прям вот почти центр города. Вовсе это не означает, что это контроль прям устойчиво установлен над центром города. Нет, конечно. Но тем не менее, присутствие российских войск там – это огромный прогресс по сравнению с тем, что было вот буквально там пару недель назад. За 3 дня резко изменилась ситуация. Наверное, потому что основное количество военных было переброшено все-таки Покровск, Мирноград, и Северск, несмотря на то, что это фортеца, там нет такого большого количества военных. Сократилось. Да. И вот я и делаю предположение, что вот то, о чем мы будем еще немножко впереди говорить, о непрерывных контратаках украинской армии, которые не утихают. Украинская армия продолжает контратаковать по нескольким направлениям, очень решительно и с потерями серьезными. Это наступление в Северске – это асимметричный ответ российского командования. То есть они не в районе Родинского отвечают лоб в лоб там, усилением, допустим, там какие-то резервы подгонять, что-нибудь еще, или там в районе Никаноровки на этом выступе Добропольском. Нет. Они в Северске начали активное продвижение, и сейчас они вынуждают командование украинской армии, ВСУ, размышлять. То ли отсюда взять, то есть резервы чрезвычайно ограничены. Уже мы с тобой установили, что на юг, видимо, совсем небольшое количество резервов дается, совсем небольшое. Но, тем не менее, они не помогают там. Продвижение продолжается. Вот недавно там было объявлено даже, что все, остановили решительными действиями, остановили продвижение российской армии. Вот буквально события последних суток показывают, что ничего подобного. Продолжается занятие одного за другим населенных пунктов там в Запорожье. Но даже здесь хотя бы резервов недостаточно. Я имею в виду в районе основного сражения, вот вокруг этого настоящего котла, уже теперь точно настоящего котла, который сложился вокруг Мирнограда. Чем отличается еще положение в Мирнограде? Там бьются в окружении элита, там десантные войска, морская пехота, спецназ украинский. То есть это серьезно все. И именно поэтому пытаются прорубить. И вот Северск – это как раз то место, которое должно сейчас решительно оттянуть на себя хотя бы какие-то резервы. Прошлый выпуск ты говорил о разнице между контрударом и контрнаступлением. Контрудары продолжаются. Контрудары продолжаются на обширном участке от Родинского на север. И понятно, что в этом месте сконцентрировались основные усилия для того, чтобы пробить коридор, деблокирующий удар тот самый в Мирноград. И
кроме того, как мы говорили, Драпатай развил большую, так сказать, военную активность в районе Купенска и контрудары в Купенске, в том числе и в Заскольском, на Заскольском плацдарме, тоже принесли украинской армии определенные успехи тактические. Там очень интересно развивалась ситуация, что вот этот большой участок за Осколом, где стояли украинские части, там активно продвигалась российская армия, шло наступление. И оттуда командование перебросило в сам город, в Купенск. Это все, в общем-то, один район боевых действий, да, один участок фронта, в город, какое-то определенное количество частей для того, чтобы именно вот Купенск забрать. Потому что все обсуждали, прав командующий, начальник генерального штаба или не прав, когда докладывал там Путину, что в Купенск все. Вот. И как только количество этих частей сократилось на Заскольском плацдарме, потому что они в Купенск ушли, была пауза определенная. И с 5 ноября начались контратаки украинской армии. Прямо на этом участке. Они почувствовали, что ослабление. Вот это закон войны для всех одинаковый. Ты находишься в продвижении, владеешь стратегической инициативой, движешься. Как только ты остановился, противник тоже остановился. Противник на следующие сутки фиксирует, что ты остановился. И еще через сутки он присылает к тебе разведку. Разведка определяет, где там у тебя передний край. И на третьи сутки жди наступления. Жди контратаки. Это вот точно совершенно. И вот оно произошло. Вот эти атаки на Заскольском плацдарме, они, конечно, связаны вообще, в принципе, с перераспределением усилий российских войск на Купенск. Вот. Но интересно отметить, что в тех местах, где действия украинской армии вот в контрударах можно оценить как частичный успех, они все действуют ровно с использованием того же самого стиля ведения военных действий, как и российская армия. Очень схоже. Уж не знаю, там копируют, не копируют, для этого обязательная очень серьезная проработка, разведка, еще раз разведка, обнаружение, все, что только можно, потом выбивание операторов дронов российских, артиллерии российской и так далее, и потом прям онлайн очень хорошая непосредственно связь со штурмовиками, которые заходят туда. Вот это все прямо вот калька с действий российской армии. Ну, вот, видимо, какие-то общие тактические рисунки, да, паттерны обнаружены, эмпирическим путем усвоены, и армия смотрит друг на друга и заимствует. Очень похоже на то, что полностью закрыт котел. Вот прям совсем. То есть уже там, видимо, можно констатировать окружение в классическом смысле, как оно происходит. Вот. Насколько хватит при снабжении дронами через линию фронта сил у защитников, как быстро все это будет, мы не знаем. Но одно, вот я об этом и писал тоже, очевидно. В этот момент, когда уже по-настоящему группировка в окружении, наступает время Ч для действий военной разведки. Она должна вступать в переговоры с отдельными разрозненными частями группировки окруженной с предложениями сдаться в плен. Ну, конечно, это не альтруизм, а потому что если они сдаются в плен, то ты тоже своих солдат не тратишь. Вот как бы, да, сберегаешь свои ресурсы. Никто у тебя не гибнет. Но самое идеальное, если ты договорился с командованием окруженной группировки. И вот эти переговоры – самый тонкий момент. Ну, как велись переговоры с Паулюсом, когда он сдался в Сталинграде, в окруженном, да, вот самый главный момент был, что он дал приказ
всей своей группировки разоружиться. Очень большая часть немцев его не послушала, и продолжались потом сражения. Но, тем не менее, огромная часть немецкой группировки сложила оружие, и все. Потому что генерал, он приказал. Поэтому сейчас, я уверен, просто ведут самые активные переговоры с младшими командирами и средними командирами, это уж точно, окруженных частей, хотя там элита. Но по мере ухудшения ситуации, когда совсем безнадега наступает уже, все больше и больше вероятность, что они начнут сдаваться группами. По частям, то есть не ждать единого приказа. Да. Дождаться единого приказа, наверное, все-таки не удастся. Есть у этих частей свои командиры бригад. Можно вот так вот. В общем, то, что сейчас идет активная работа разведки, которая пытается уговорить сдаться, это у меня сомнений в этом никаких нет. Были кадры из Мирнограда, например, где эти листовки разбрасывают с дронов. Да, это только одна из частей спецоперации — листовки, потом вступление в переговоры по радиосвязи, потом оставление для них специальной частоты, на которой они могут на тебя выйти, ты постоянно эту частоту слушаешь, что там они предлагают, как, да. Есть игра обязательно, потому что окруженные... В смысле, засаду устроить? Да, конечно. Они предлагают, что мы сдаемся, ты приходишь принимать сдачу, в это время, значит, всех твоих бойцов расстреливают, допустим. Да? Это обязательно надо проверять их на искренность, хотят ли они действительно сдаться, или они просто используют эти переговоры для того, чтобы, так сказать, даже в такой отчаянной ситуации, в полном окружении, значит, уничтожать противника максимально эффективно. Закончили с оперативным искусством. Стратегия. Стратегия в чем сейчас заключается? Заключается оно все в том же. В российской армии, это в западном термином, если описывать военную стратегию, 1000 порезов, общее ослабление боевого потенциала украинской армии на всех фронтах, а украинская армия — стратегическая оборона, такое же очень сопротивление по мере возможности. А изменения, они происходят постоянно в потенциалах сторон. И опубликованные данные о количестве дел, заведенных по дезертирству, самовольному оставлению части на Украине за октябрь месяц 21 тысяча. Это больше на 2000, чем в предыдущие месяцы. То есть ситуация усугубляется. Еще хуже стало. И это имеет отношение к стратегии напрямую. Потому что если мы посчитаем количество выбывающих по гибели и ранению, по болезням, да, отсюда вычитаем всех, кто ушел в самоволку. Прибавляем, наоборот, к ним. Сюда прибавляем, да, и все вместе. Да. Это мы вычитаем из того количества, которое в принципе в месяц поставляется 30 тысяч. То у нас получается все равно строго небольшой минус. То есть отрицательная величина роста, так скажем, по-бюрократически, да. То есть украинская армия сокращается. Эти ножницы продолжают действовать, и это стратегическая, так сказать, часть. И если говорить о стратегии, то и интересный вывод можно сделать из анализа западной прессы. Потому что там большое очень количество обзорных статей. И, как всегда, не могут удержаться, естественно, обозреватели, военные аналитики от предсказаний, анализа и ближайших прогнозов. Подавляющая часть теперь внимания уделяется нанесению дальних ударов в глубине обороны России. В первую очередь, конечно, нефтеперерабатывающий завод. Мы об этом уже много-много раз говорили, но не только, еще и по военным объектам и по всевозможным аэродромам и так далее. В это же время вторым инструментом стратегического давления, да, являются санкции. Санкции администрации президента, во вторую очередь, конечно, санкции Евросоюза, как часть вооруженной борьбы, потому что они истощают российский военный бюджет, мешают его исполнить, да, наполнить деньгами, то есть удар по внешней торговле. И они сходятся вместе. Но в этих расчетах
почти уже нет упоминаний вооруженных сил Украины. Вот я посмотрел с июля месяца, начиная, все, что об этом пишут, все расчеты западных таких, которые об этом пишут, если не текущий анализ на линии фронта, этот пошел туда, а этот сделал вот то, а прямо вот о будущем разговора, только про это разговор. Никто не ставит не рассматривает вооруженные силы Украины как инструмент стратегической борьбы, да, на стратегическом уровне, который изменит положение. Это вспомогательный инструмент, именно вспомогательный. То есть армия украинская уже больше не инструмент стратегии, получается, для западных, по крайней мере, так сказать, специалистов точно. Исторические события происходят, судя по всему. Это уже настоящий серьезный документ, который лежит в основу мирного соглашения между Россией и Украиной. Там 28 пунктов. Уже из множества источников подтверждена подлинность этого документа. Ну, наверное, самое главное, что там в этом документе есть, это то, что Донецкая область становится буферной зоной и переходит к России. Запорожская и Херсонская области будут переданы России по действующей линии соприкосновения. Украина не должна будет вступать в НАТО, не сможет размещать иностранные войска у себя на территории. При этом в Евросоюз Украина сможет в какой-то момент вступить. Украина должна будет ввести меры, которые придадут особый статус языковым и религиозным меньшинствам. Но в первую очередь, конечно, речь идет о русском языке, РПЦ. Множество экономических мер, которые будут касаться, в частности, создания российско-американского фонда, в который, в частности, лягут замороженные российские активы. Этот фонд аналогичен тем условиям, которые были в сделке по недрам с Украиной. В конечном итоге это снятие санкций, полная амнистия и подписание взаимных гарантий. В общем, по сути, это прям то, что в либеральных СМИ называется полная капитуляция Украины. И это еще не все, там еще есть пункт начала больших переговоров о вообще, так сказать, политическом военном балансе в Европе, о исправлениях, так сказать, всех перекосов, которые были. То есть начинаются большие переговоры о системе безопасности, общей европейской безопасности. И между Россией и Соединенными Штатами тоже. Это очень важно. Конечно, все 28 пунктов мы не можем подробно сейчас разбирать. Начнем с сути. Это, конечно же, не проект договора, а это проект меморандума, то есть списка пожеланий. Но ты помнишь, что Украина и Россия в рамках этого процесса стамбульского уже обменялись меморандумами. Россия дала Украине, что она хочет, требования Украины, она тоже, значит, делегация Мединского передала. И они несовместимы, совсем несовместимы. Меморандум – это то, с чего начинаются будущие переговоры. Поэтому ты видишь прямо в первом же пункте: между Россией, Украиной и Соединенными Штатами будет заключен договор, то есть сначала пройдут переговоры, потом будет заключен договор и так далее, о том-то, о том-то, о том-то, да? То есть, но на каких-то уже согласованных позициях, принципах. Мы соглашаемся с тем, что вот будет это. То есть это именно проект меморандума. Дальше. Это, судя по всему, трехсторонний меморандум, потому что там постоянно упоминаются Соединенные Штаты. Они, видимо, тоже его подпишут. И представитель Пентагона официальный, он сказал, что сначала он будет подписан между США и Украиной, а потом уже, так сказать, там Россию туда подтащат, да, чтобы он незамедлительно вступил в действие, США начали свою активную роль, потому что роль США там, исключительная вот в этом меморандуме, да. Значит, обычно такие вещи делаются, когда вот люди, стороны хотят заключить какой-то компромиссный договор, они вписывают туда свои хотелки, а потом друг у друга начинают вычеркивать то, что им не нравится, и как-то в процессе торговли сходятся на что-то едином. Вот, например, переговоры американцев и Вьетнама
Вьетнам-американские переговоры о выводе войск из Вьетнама американских, они вот так делались. Каждая сторона кучу насовала чего, а потом, так сказать, все-таки в конце концов сошлись на нескольких самых главных вещах. Здесь эти условия в одну кучу собирал чужой дядя, американцы. Не российская сторона и не украинская сторона. И что они сделали? Они собрали в этом договоре все пожелания, которые многократно лично озвучивал Путин. И ты совершенно правильно говоришь. Это действительно список пожеланий России. Украинские там только в одном пункте я увидел вот их прям выполнение их требований. Все остальное, ну, в общем, по большому счету, из-за этого и возникает это эмоциональное слово «капитуляция». Ну, там, в частности, еще в этом как раз-таки документе говорится о полном запрете нацизма на Украине. Да. Так что нацизм, русский язык и так далее, вот это все туда упаковано. Хорошо, пусть называют это капитуляцией. Для меня это проект договора о создании Украинской Финляндской Республики. Вот прям вот так. Украинской Финляндской Республики. Потому что самый ближний, самый адекватный исторический пример – это 1940 год, в ходе Зимней войны. Финляндия под руководством Маннергейма потерпела поражение от Красной Армии. У нее отняли большой кусок земли, хороший, там, Выборг, да. И, значит, какие-то тяжелые условия поставили, она их вынуждена была подписать. Никто никогда не называл результаты советско-финской войны капитуляцией. Это не было капитуляцией, это было подписание тяжелого договора в результате поражения военного, но не капитулировала Финляндия. Вся страна была сохранена, правительство сохранено, основные конституционные, вообще вся конституция была сохранена, все было сохранено. Маннергейм спас Финляндию, русский генерал. Фактически тогда. Это вообще обычная уже в нынешнее время, в эпоху масс-медиа история, когда слова интерпретируются у всех глав по-разному. Капитуляция, потом геноцид, фашизм, нацизм, чуть что. Да. Ну вот так. Поэтому ни о какой капитуляции речи идти не может. Здесь, значит, что же это такое? Финляндизация. Вот с моей точки зрения, я называю этот процесс финляндизация Украины. Для Трампа это очередная попытка спасти государство Украины, именно спасти накануне приближающегося краха. Потому что все тенденции и на фронте, и в экономике, и в обществе, все идет в одну сторону. Никакого улучшения не наблюдается, только ухудшение. Поэтому, по моему разумению, к февралю, к марту ситуация созреет совсем уже плохая. Потому что есть опасения, что если все вот пойдет так, как сейчас идет, все эти негативные тенденции, крах наступит такой, что возникнет соблазн для Кремля еще более жесткие условия поставить. И еще хуже все будет. Поэтому вот на этом этапе спасти то, что можно. Это вот точно совершенно прослеживается во всех действиях Трампа. И там есть один интересный нюанс. Ты обратил внимание, что Запорожскую область поделят по линии фронта. И это создает соблазн для российского командования и руководства в Кремле перебросить туда резервы в Запорожскую область и до подписания этого, значит, договора, когда все должны будут остановиться, быстро, как можно больше территорий перевести под свой контроль. Да, понятно. И вот, чтобы это не произошло, такого соблазна не было, администрация Трампа делает такой трюк. Она ставит очень жесткие временные рамки. Ведь главная затея Зеленского в чем сейчас будет, поскольку это все против него? Согласиться на рассмотрение меморандума. Дальше там есть пункт о том, что все останавливается немедленно после этого, а это как раз и есть единственный пункт, который требует Украины остановиться где, если больше ничего не делать. Да? А дальше утопить все в согласованиях, в вычеркивании пунктов и так дальше. Поэтому у Трампа там очень жесткие временные рамки. Сейчас
И чтобы русские не схватили эти резервы, не побежали в Запорожскую область, отвоевывать как можно большую территорию. И чтобы и Зеленского не было соблазна все это топить. Сейчас, немедленно, выход на итоговый этот самый вариант, за него отвечает лично Трамп, вот по этому проекту. Лично Трамп отвечает. Сам текст весь полностью крайне неблагоприятный для политической карьеры Зеленского. Она может просто рухнуть после того, как он это пишет. Его надо принудить к этому. Ну, туда, собственно, на Украину прислали военных. Да, делегация была. Делегация из вроде как 5 генералов. Туда входит министр армии Дэниел Дрискл, начальник штаба армии США Рэнди Джордж, Крис Донахью. Это, напомним, тот самый человек, который возглавлял штаб в Висбадене. Многодоменной группы. Да, сейчас он вот на уже более серьезной должности. Одного из наших выпусков, да. Да. Сержант-майор армии Майкл Ваймер и генерал-лейтенант Кертис Базард, возглавляющий программу военной помощи США на Украине. Вот представь себе, не дипломатов прислали вручать Зеленскому этот проект меморандума. Такого они не просто Зеленскому поехали вручать, они со среды находились в Киеве, встречались с депутатами, с разными чиновниками. То есть это прям такое множество встреч у них там было. Но ты согласен с тем, что это было не объявлено, его раньше не планировали? Это был незапланированный визит. Да. Так значит, все-таки это главная цель визита была вот эта, а все остальное это прикрытие, что они там чего-то обсуждали и так далее. Главная цель была вот там встреча с Зеленским и вручение ему в зубы под роспись этого меморандума. Зеленский очень оптимистично смотрит на положение на фронте, исходя из тех докладов, которые ему подобострастные генералы подают. А тут приезжают делегация 4-звездных генералов американских, которые знают о фронте больше, чем все эти помощники Зеленского. Больше, потому что американская разведка там прям живет. Все, их спутники, и агентура, и ближние контакты среди украинских военных, они прекрасно понимают. И они ему на военном языке, это мое мнение, должны были объяснить настоящую ситуацию стратегическую, чем все это кончится в ближайшие месяцы, чтобы у него, так сказать, голова немножко по-другому повернулась. Вот я считаю, что это вот был момент давления, именно военных прислать вот с такими аргументами, что... Товарищ, ты задумайся. Ну, это такая вишенка на торте после вообще скандала коррупционного, после окружения Покровского. Ну, прям идеальный шторм. Да. А скандал был кем инициирован? 100% это вброс со стороны США. Потому что вся эта информация, уликовые материалы, записи, прослушки, которые вся Украина теперь слушает, это все имелось в распоряжении еще администрации Байдена. И когда Трамп пришел, и инаугурация прошел, у него все это уже было, но почему-то именно сейчас это все вот было вброшено. Это просто вот ослабить политическую, так сказать, устойчивость политическую Зеленского, склонить его к принятию вот такого неудобного для него документа. Сопротивляться подписанию в короткие сроки, в такие вот жесткие такого документа будет не только команда Зеленского, но и все депутаты, политическая сфера и само общество будет сопротивляться. Потому что закрепить внеблоковый статус, прям прописать, что мы в НАТО не пойдем, они должны по этому документу в Конституции. А Конституция принимается не президентом, да, как единолично. Значит, надо привлекать всех. Это очень сложный момент. Какие следствия дальше из этого дела? Предстоит в будущем совместно восстановить плотину Каховской ГЭС. Тогда заработает атомная электростанция Запорожская. 50 на 50 будет. 50 на 50, да. И тогда сразу же одновременно пойдет вода в Северо-Крымский канал. Это то, против чего Зеленский выступал. Он взорвал плотину из-за этого. Да? Сразу пойдет и начнется, так сказать, полив земель сельскохозяйственных в Северном Крыму. А самое главное, поливная вода пойдет на поля вот этих новых регионов Херсонской и Запорожской областей. Предстоит начать большие переговоры по стратегическим вооружениям. Там есть вопросы, я их сейчас не буду детально освещать, но точно совершенно орешник будут убирать из Белоруссии. Его там сейчас и нет, он еще не доехал, да? Но уже точно совершенно можно договариваться о том, что стратегические так называемые евровооружения, которые
до 5000 километров летят. Их не будет в Европе. Это очень хорошая новость. Очень хорошая новость. Есть целый набор последствий из этого, но прописана цифра украинской армии – 600 тысяч. Все говорят, что это больше, очень большая цифра. Тогда на самом деле для изможденного государства с дефицитным бюджетом, который практически второй бюджет забирает от союзников, да, содержать в мирное время 600 тысяч человек, это гигантская армия, это настолько нерационально и так далее. Они сами ее сократят еще в 3 раза. Это точно. Вот пройдет год, 2, 3, потом общество начнет спрашивать, на что тратим, у нас и так денег-то нету, да? Поэтому это вообще, так сказать, не цифра, которую стоит обсуждать. Это заранее заложена большая цифра. Ну, хотите, берите 600 тысяч, да? А это тот самый чемодан, который так не поднимешь. Какими по-настоящему будут переговоры, не знает никто. Поэтому это обязательно предмет нашего самого пристального рассмотрения. Самое главное, что для всех народов земного шара прогрессивного человечества появилась надежда на то, что в достаточно короткие сроки будет заключено соглашение, которое разрешит все эти дикие неразрешимые вопросы, которые привели к специальной военной операции. И, возможно, может быть, если будет упертость такая со стороны Трампа, это приведет к заключению целой серии больших, очень важных соглашений, в том числе и как частная проблема будет решена проблема Украины. Ты не раз говорил о разных инженерных инновациях народных, которые помогают в боевых действиях, ну, в частности, мангалы, металлическая пружина эти, которые надеваются на танк, раскрученные канаты эти металлические. А вот французы передали Украине для обороны от дронов, защите дорог огромное количество рыболовных сетей, которые должны будут защищать, да? Ну да, и меня поразила, конечно, сама цифра. 280 километров рыболовных сетей. Я связался с рыбаками, и мне рассказали, что вообще изнашиваются они, сети, конечно, по мере эксплуатации. Можно часто забрасывать, можно редко, все понятно. Но, в принципе, 5 лет уже срок. Стараются обновить сети. Они не гниют в земле. Их некуда девать. Их надо каким-то образом перерабатывать. И вот теперь выяснилось, что можно старые сети не перерабатывать, деньги не тратить, а отправить на Украину, и они там сослужат свою службу. И меня поразила просто сама, так сказать, вот идея, что десятки километров коридоров, в которых дорога, значит, идет, да, с тем, чтобы уберечь транспорт от дронов, от FPV-дронов. Ну, конечно, есть способы борьбы с этим. Можно и сжечь эти сети, и самое главное, можно прорвать их там взрывами. Потом дроны залетают внутрь этих сетей и летят иногда многие километры, причем на оптическом волокне, внутри коридора. Такое тоже есть. И тем не менее, это вот масштабы характеризует. Масштабы. Просто к тому в голову 3 года назад могло прийти, что будут многокилометровые участки дорог закрывать вот такими П-образными коридорами. Это очень интересно. Вот одна такая таинственная новость. 2 российских истребителя сверхновых Су-57 передали некому иностранному заказчику. Да, объявлено, что он уже их там принял, и он очень доволен. Значит, все источники указывают на Алжир. То есть мы знаем, что в Индии готовится соглашение, они будут строить завод по совместной сборке этого завода, и мы об этом рассказывали. Вот теперь выясняется, что Алжир просто купил. Без всякого завода. И это первый шаг, он очень важный. А учиться они летать сами будут? Кто-то им будет помогать, я так думаю, что российские пилоты. Но главное другое, что первый шаг, он должен быть сделан. Если сейчас Алжир докажет, что хорошие самолеты можно летать, и они вполне, так сказать, конкурентоспособны в бою, то появятся и другие заказчики. Кто-то первый просто должен. Вот в этом ценность этой новости, не больше всего. Вот, да. Наш подписчик спрашивал: Посейдон и Буревестник, ты их называл оружиями
ответного удара. Угу. И почему, собственно говоря, они не могут быть наступательным оружием, да? Вернее, ну как, они все наступательные, но оружием первого удара. Да. Ну, просто очень все. Они медленные, и их можно заранее обнаружить. То есть, вот эта крылатая ракета «Буревестник» вылетает, она там 2-3 дня летает, где-то круги наматывает, уже все. Она объявила, что я в воздухе, война началась. А баллистические ракеты, особенно с подводных лодок, с короткой дистанцией, или «Орешник», который взлетает из Белоруссии на совсем уже короткую дистанцию до своих целей, они летят мгновенно. И у них задача-то какая? Поразить органы управления и пусковые площадки таких вот стратегических ракет противника. То есть первый удар, он обезглавливающий. Не может быть медленное, неспешное оружие обезглавливающее. Но зато, если уж ты ввязался в войну стратегическими вооружениями, то есть не испугался Армагеддона, это третий момент, ты должен знать, что все свои ракеты израсходуешь, и тем не менее, куда-то к Сан-Франциско или к Лос-Анджелесу может подплыть спустя 4 дня вот такой вот подводный монстр, да, и взорваться прямо в акватории порта. Почему Сан-Франциско, Лос-Анджелес, почему не восточное побережье к Нью-Йорку? Восточное побережье к Нью-Йорку. В Англии, например, много городов тоже на побережье. Вот. И крупнейший город, предположим, станет уже нежилой. То есть это неизбирательное оружие гигантских мощностей, которое, так сказать, вот просто тупо наказывает того, кто первый начал. Все, но оно медленное. В прошлом выпуске ты упоминал о Багратионе, командире, который прославлен, в честь него названо много чего в России. Герой Бородинского сражения. Да. Много в комментариях людей начали писать, что Багратион, ты сказал, назвал его грузинским военачальником, что Багратион, не надо его так называть. Ну да. Комментариев, во-первых, много, поэтому я сейчас отвечаю. Их действительно много. Во-вторых, авторы, в общем, спорят, не соглашаются с такой оценкой, хотя она такая эпизодическая, но тем не менее. И, в общем, эти оценки распадаются на две части, как бы две партии есть. Они все касаются не личности Багратиона, а вообще роли иностранцев в России, да, на службе Царской империи. И они все говорят так. Или о нем надо говорить как о русском, поскольку он перешел в российское подданство. Да? Он был русский генерал, в первую очередь. Ну да, у него была русская жена, там, семья, он в Петербурге проживал, я не спорю. Да? Или они все были вот такие. Это были уже фактически, о них нельзя говорить как об иностранцах. Или это были наемники, иностранцы в России, которых за деньги наняли на какую-то работу, там, на конкретную должность и так далее, а потом, значит, вот, они свое дело сделали, ну и до свидания. Я отвечаю сейчас на эти упреки людей, которые не соглашаются с тем, что иностранцы играли большую роль в становлении русской культуры, русской государственности, науки, в общем, всего-всего, что можно сказать, понимаешь? Людей почему-то задевает это. Ну как же не мы, русские, мы что, не можем сами без иностранцев, без их помощи, да, Поэтому надо или включить их в состав русского народа и все, и забыть, что они были иностранцами, либо обозвать их наемниками. На самом деле роль иностранцев в России на службе государя намного более интересная, важная тема, и она совершенно не так выглядит, когда ты погружаешься в детали. Да, иностранцы были известны, конечно, на службе и у Ивана Грозного, и там у более поздних государей, но, конечно же, их привел в Россию Петр I. Тот, кто является, можно сказать, образцом у президента Путина, поскольку у него портрет Петра I висит в кабинете. У нас стоит фигура. Кстати, да. Вот. Действительно, человек такие преобразования, что уж хочешь не хочешь, а вызывает это уважение невольно даже у недоброжелателей. Петр I столкнулся с тем, что
если будешь строить новую армию, ну, промышленность, науку, все, нет ничего. То есть, как бы, надо всех посылать учиться, а ждать, пока они обучатся там за границей, эти дворянские дети, времени-то особо нет. Надо прямо сейчас и здесь. Вот надо со шведами воевать, там еще что-то. Поэтому издали специальные указы. Во-первых, ну вот простой пример. Вот Санкт-Петербург строить, а где архитекторов-то взять? А Санкт-Петербург заложен был в 1703 году. До 1724 года в столице Российской империи не было ни одного русского архитектора. Если просто кто желает увидеть, что Россия – это Европа, ему достаточно съездить в Санкт-Петербург хорошим летом, в теплую погоду и пожить там недельку, погулять. Вот, выше крыши достаточно, все поймете. Про то, что такое наша страна, как она связана с Европой и с мировой культурой через Европу. Вот. И каким образом он их сюда заманил? Ну, во-первых, должности. Во-вторых, им здесь создавали условия, но была предпринята еще одна хитрость. Священный Синод издал специальный, так сказать, документ, который разрешал, наконец-то, православным жениться на иностранцах. Но когда рассматриваешь вопрос, выясняется, что разговор-то не про женщин был иностранных. Русским мужчинам не на ком было жениться, иностранных женщин в России почти не было. Разговор шел о русских женщинах, которые выходили замуж за немцев, французов, англичан и так далее. И вот, например, ну, таким образом их закрепляли здесь, они получали семью и уже не хотели уезжать, возвращаться на родину. А отношение к иностранцам, которые решили остаться в России и связать свою жизнь с Россией, отдать ей на служение России всего себя, конечно, к таким иностранцам отношение было совершенно другое. Вот пример. Человек, которого ты сам хорошо знаешь, один из моих лучших друзей, у него какая-то там далекая бабка, дворянка, в те далекие века, была просватана за англичанина, капитана корабля, и в невестах проводила его в дальний поход. Он ушел, много лет он там мытарствовал, у моряков такое дело обычное было всегда, можно было не вернуть. Он возвращается назад, спустя много лет, приходит к ним в дом, а она сидит, бедная невеста, и ждет его. Так и осталась ему верна невестой. Он был шокирован такой верностью, такой беззаветностью, да, конечно, женился, все, и вот они предки моего друга. Ее портрет сохранился маслом Парсуна того времени, да. Вот таким образом через женщин закрепляли иностранцев здесь, в России. Далее в Россию вошел целый кусок Европы. Это были тевтонские рыцари. Я, конечно, немножко шучу, на самом деле это так. В свое время Прибалтику всю захватил Тевтонский орден вместе с орденом меченосцев. Они объединились очень-очень давно, там еще в 13 веке, в единый Ливонский орден. Ливонский орден, так сказать, воевал с Россией, с Иваном Грозным, там все. Но Прибалтика принадлежала Ливонскому ордену во главе всего, и главными землевладельцами были немцы. Центр был в том числе в Восточной Пруссии. Ну, когда Петр I в ходе Северной войны всю территорию Прибалтики захватил, вот эта вся Европа, все эти немцы прямо своим куском вошли в царскую империю. И как и положено всем царским родам, всем дворянам и так далее, иностранным, сразу, да, и сразу их стали назначать на должности и приблизили ко двору, они стали, значит, завсегдатаями придворными, все. И остзейские немцы, а это были так, потомки тевтонских рыцарей, дали славные роды, да, фамилии русской истории. Они вносили в Россию европейское образование, науку, культуру и все остальное. Конечно, мы можем вспомнить, что все-таки этот грузинский генерал, как я его назвал, да, он все-таки был потомком царского рода Багратиони. И не забудем, что грузинские цари добровольно отказались от короны, от венца царского, от владения Грузией,
чтобы спасти свой народ. Они вошли в состав России, просили неоднократно, чтобы их забрали, и отказались от своих царских привилегий. Так что это не просто так люди пришли в Россию. Они пришли, так сказать, вот, с намерением на долгую совместную жизнь. Не буду говорить интеграция, идиотское слово в данном случае. Да? Поэтому грузинское дворянство сразу влилось в российское дворянство, соответствующим образом там и в армии служили, и чинов известных достигли и так далее. Несомненно. В этом и есть сила, была сила империи, так же, как американцы себе старались привлечь на свою сторону самых образованных, богатых людей, и до сих пор Канада и США строят политику миграционную таким образом, чтобы въезжали наиболее квалифицированные люди, а вот пытаются отсечь тех, кто не квалифицирован. Не очень получается. Да, да. Но закон один. Если ты приглашаешь людей, которые выше тебя по уровню, они тебя обогащают. Если к тебе въезжают люди ниже тебя по уровню, они от тебя берут, а ты беднеешь. Вот таким вот образом все это происходит. И, конечно, вся сила империи-то в этом и заключалась. И выражено это стихами великого поэта, у которого тоже не русская фамилия. Мы знаем все. И жар холодных чисел, и дар божественных видений нам внятно все. И острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Блок, когда писал эти строки, вот это он сам и имел, что империя впитывает в себя все, и кухню, и науки, и культуру, переваривает, делает это своим собственной культурой. И мы богаты не только чисто славянским каким-то древним знанием, да, там, 8 века, но всей европейской культурой, ее достоянием, которое мы переварили, сделали своей собственной. И как-то так получилось, что китайских полководцев в нашей истории нет. Или, допустим, там, великих деятелей науки, культуры или администраторов из Японии или Кореи. Хотя эти государства по нашей границе тоже стоят. Нет, все, в общем-то, Европа. Поэтому отрицать свою связь с европейской культурой, но это можно, конечно, делать, но пройдет совсем немного времени, станет всем понятно. Достаточно съездить в Санкт-Петербург, посмотреть на этот город, все. Больше вопросов нет. Где истоки нашей культуры, нашего народа? Спасибо большое, что посмотрели этот выпуск. Поставьте лайк, пожалуйста. Подписывайтесь на этот канал. Спасибо вам. Конечно же, опять приглашаю всех, кто еще не подписался на наш канал в Телеграме. Добро пожаловать за оперативным комментарием. Спасибо всем, кто помогает нам на Бусти. Ну и, конечно же, пишите ваши вопросы. Они помогают нам строить будущие наши выпуски. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.